Представители знака зодиака Дева, Девы мои дорогие, здравствуйте! Таро расклад. Что спешит в вашу жизнь? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, Таро на неделю с 21 по 27 апреля. Давайте узнаем, кто или что спешит в вашу жизнь, с чем это будет связано. Возможно, это какая-то новость, информация, а возможно и человек. И мы достанем карты как знаки судьбы. Что вам хотят передать или что вам хотят сказать высшие силы? Что вам нужно услышать, возможно. Итак, останемся, конечно, мы реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какую-то подсказку вы все-таки услышите. События ближайшего будущего. Давайте узнаем. Неделя не такой большой срок, но что вот в этом ближайшем будущем вас ожидает? Или что спешит в вашу жизнь? Но вот все-таки с кем-то не поссориться будет важным. Посмотрите, меч. Давайте посмотрим дальше все же, что нам тут раскроют. Или, может быть, кстати, да, тут совсем все наоборот. Тут возможности к вам приходят, мои дорогие девы. А вот смотрите, как красиво выпадает вам, да? Вот эти часы. Это добрые перемены. Была какая-то ссора, а вот теперь либо примирение, или возможность сама по себе, или перемены. Может быть, какие-то важные согласования или важный разговор, откровенный разговор, но после какого-то стопора или после каких-то разочарований, мои дорогие. Не обязательно это вот трактуется ссора, но здесь это недопонимание у кого-то может быть, или ваш какой-то не очень такой дружелюбный настрой, потому что, ну, так сложились обстоятельства, может быть, тут у каждого по-своему. И вот уход от вот этого недопонимания в сторону благополучия, в сторону счастья, в сторону радости, ну, какие-то счастливые перемены, добрые перемены. Спешат на ваш порог, мои дорогие, вот точно, спешат буквально. Хорошо, смотрим дальше. Какие подсказки? Ну да, спешат. Солнце, мои дорогие, девы. И солнце – это радость, это новое качество жизни. Для вас какая-то, ну, может быть, даже тягостная ситуация сама по себе пытается от вас оттолкнуться, закончиться, завершиться. И я должна сказать, закончилась большая ретроградность. Вторая половина апреля, окончание апреля. И одновременно где-то на май, если мы немножко вперед забежим, более добрая энергия. Когда легче договариваться, легче или как-то более лояльнее мы настроены по отношению друг к другу, нет какой-то непримиримости, когда мы понимаем, кстати, что некоторые события из прошлого, даже если они случились и нас ставили, ну, в тупик, или мы с чем-то не соглашались, но здесь мы эту реальность более так спокойно принимаем. Есть много вещей в нашей жизни, к сожалению, даже с чем мы категорически не согласны, но они, тем не менее, произошли. И сколько ты тут не думай, ты это никак не изменишь. Есть ли смысл себя мучить? Нет. Вот подобные где-то внутренние диалоги могут быть и у вас. И ваша задача буквально идти по направлению к Солнцу. Здесь вот с этой недели, как новые возможности какие-то перед вами открываются, не упустите. И это будет иметь значение до конца 2025 года. Почему? Когда выпадает солнце, это некоторая дистанция, конкретная по времени, 6-8 месяцев. Вот добрые перемены, которые будут иметь продолжение. К чему-то тут все идет, причем к солнцу, или мы говорим, каким-то счастливым моментам, или большим возможностям. Ну, может быть, и мир, покой, гармония, вот что-то добро-светлое, вот буквально светлое. Или, может быть, вопрос проясняется, и вы понимаете, к примеру, зачем вам нужно было словно протоптать какой-то сложный путь. Более того, у вас еще сходится корона. И корона – это как, с одной стороны, символ власти, да, это ваша, может быть, власть, значит, в ваших силах согласования какие-то провести, договориться, построить карьеру, например, получить должность,
но это могут быть еще согласования в высоких инстанциях, получение документов. Вот тут у каждого своя палитра. Но действительно приходит и солнце, и возможности в виде, да, неограниченных вот этих самых возможностей. Как и получить какой-то документ, как и договориться с кем-то, даже, может быть, сильными мира сего, как изменить социум, кстати, я такое тоже могу предположить, когда больше контактов будет с людьми, которые стоят на сегодняшний момент или на момент этой недели, несколько выше по системе иерархии, нежели вы сами. Здесь для вас сама судьба открывает какую-то новую палитру счастья или благополучия. Давайте посмотрим дальше. Да, прочный союз. Здесь может быть как конкретно союз с каким-то человеком, проясняется вопрос. Ну, может у вас так и проиграться с учетом корона. Это тот человек, который обладает определенными полномочиями. Или вот есть такая фраза: длинные руки. Вот у этого человека словно, ну, есть какие-то рычаги влияния, и вы можете с ним договориться. Или какая-то важная тема может быть в разговоре, как обсуждение, да, и вы увидите, ну, какое-то направление, когда это будет важно и этому человеку с полномочиями, и одновременно вам. Ну, вот так вот многогранно для вас может раскрыться эта неделя такими долгоиграющими возможностями. Гости, мои дорогие, может быть, это к вам едут гости, или вы кому-то в гости засобираетесь, и этого я тоже не исключаю. Смотрю, что у вас еще совпало. И в нашем пасьянсе мы можем сложить крайние ряды, как по горизонтали, так и по вертикали. Деньги, получение денег. Может быть, ссора, кстати, была из-за денег. Или вы тревожились, потому что вовремя не был получен какой-то платеж. Вот тут получите. Или пусть это будут другие вопросы, которые мы можем свести к деньгам или к финансам. Может быть, это как согласование, документы. У кого-то с жильем, недвижимость или движимое имущество, может, у кого-то и машина. Почему нет? Но в конечном итоге это тоже финансы. Вот какие-то такого конкретного материального порядка вопросы тут тоже будут решены. Или, по крайней мере, вы будете видеть, в каком контексте вы можете их решить. Вот это точно. И у вас еще совпадает. Крест – это словно вам что-то по судьбе. И если вы сделали прежде что-то очень хорошо, словно пространство, Вселенная, через помощь или руками другого человека вам может оказывать содействие. Тут действительно какая-то возможность по судьбе. Или вы понимаете, зачем нужно было когда-то затевать какое-то дело, может быть, и были сомнения, и где-то вы себя уже корили, кстати, с учетом вот этого меча. Это внутреннее какое-то самоедство у вас могло быть, мои дорогие девы. Да-да, такое могло быть. А зачем вот я на это согласился? Или зачем я участвую в этом деле? Вот здесь вы будете понимать, зачем вам судьба послала какую-то возможность. Может быть, она была достаточно такая тяжелая даже, я могу это предположить. Или вот как ваша миссия, мои дорогие, ведь по кресту судьба. Это как прописано в небесных скрижалях, какая-то ваша миссия. И я должна сказать, первое, интуиция. Это как ваша задача до конца 2025 года. Вы как ясновидящие, ну, если можно так сказать, ну, вот подобные энергии, они будут вас проигрываться. Прогоните вы их от себя и скажете: а нет, это мне показалось. Или обдумаете, а ведь и правда. Вот я как-то думала, или я предполагал, что вот именно к этому все и придет. Более самодоверие или больше где-то вот доверие своим подсказкам собственной души для вас открывает новые грани самодостаточности. Очень полезный инструмент, когда мы что-то можем просчитать на пару шагов вперед. И тогда вот эту миссию, она как раз может быть связана где-то и с интуицией, или с вашей ментальностью, способностью просчитывать на пару шагов вперед. То тогда эту миссию вам тоже нужно выполнить до конца 2025 года. Вот то эти перемены добрые, разворот,
как разворот светил. Ну, может быть, это у вас закончилось уже на 13 апреля, когда закончилась ретроградность Венеры. А Венера – это знак Тельца. А Телец, как и вы, принадлежит к знакам зодиака стихии Земли. И вы могли где-то все вопросы по части благополучия чувствовать наиболее остро. И поэтому для вас сейчас новая концепция может быть и счастья, и благополучия, и личной жизни, и любви, до чего хотите. А для кого-то вопросы переезда. И пока я с вами говорила, я смотрела, что у нас еще совпало, я не вижу, мои дорогие. Поэтому мы с вами идем дальше. Итак, спросим, что же или кто же спешит в вашу жизнь на этой неделе? С чем это связано? Первая карта. Вторая карта – знаки судьбы. Что вам нужно услышать? На что высшие силы хотят обратить ваше внимание? Как подсказки. Подсказки, знаки судьбы. К чему все идет? Вот кто или что спешит в вашу жизнь, или то, что входит в вашу жизнь, с чем это связано, мы спросили, и какое продолжение следует. И опять же, к чему все идет, или какое продолжение следует по тем знакам судьбы, которые перед вами раскрывают карты. Достанем по основным сферам жизни, и первая карта – это сфера вашей самодостаточности, работы, учебы, труд, профессия, ну, может быть, и документы, согласования. И вторая карта – это любовь и личная жизнь. Так кто или что спешит в вашу жизнь? Ну, вот, наверное, кто же или что, да, мы говорили. Это вот этот самый меч, восьмерка мечей, карта искаженного восприятия. И нам показана девушка, она словно в зеркале видит себя совсем не ту, которая присутствует в реальной жизни. Ей кажется, она скована по рукам, буквально связана. Какая-то путанность мыслей, путанность суждений. И повязка на глазах нам говорит о том, что реальность, она совершенно другая. А мы смотрим вглубь себя и устроили себе какой-то период самокопания. Вам ничто, мои дорогие, не мешает. Здесь, наоборот, пространство, вселенная, высшие силы пытаются перед вами раскрыть палитру новых возможностей. И это не просто кто или что спешит. Я так вижу, что это как знак судьбы. Ну, значит, самодоверие – это одно. Или мы говорим интуиция. И здесь важно не путать интуицию с самокопанием, правда. Интуиция – это наш, с одной стороны, прежний опыт. Но это не тот опыт, который мы, как эмоции, вспоминаем снова и снова. Какую-то рану мы теребим из прошлого и не даем ей никак зарасти. Но случилось и случилось. Идем дальше, вот и все. Сделали выводы, пошли дальше. И не более того. Не нужно себя самого словно убивать или самого себя мучить, мои дорогие девы. Для вас просто кричат карты именно об этом. Так вот, если мы говорим интуиция, я продолжу. С одной стороны, вот этот беспристрастный опыт, когда просто есть ситуация. И второе, это как высшее знание, это как высший разум. Это те подсказки души, которые не связаны с нашим сознанием. Потому что не нужно путать вот разум, высший разум и сознание. Поэтому мы думаем, сознание, что это что-то так вот извне. Или какая-то, ну, какое-то глубокомысленное суждение. Здесь сознание – это догма или какой-то шаблон. Сознание – это наша привычка. И психологически очень часто именно сознание нам мешает сделать правильный выбор. Потому что сводит все к какому-то шаблону или к какому-то прежнему опыту. Именно затягивает в эту воронку, потому что там привычней. Поэтому вот эти мрачные мысли, они напоминают о себе. А вот помнишь, что было раньше? А вот помнишь, как там человек какой-то откликнулся или человек поступил? Ну и что? Если этот человек, вы понимаете, нет смысла больше доверять. Вычеркнули его из своей жизни, внутренне даже, да, без всяких споров, без объяснений, и пошли дальше. Если это касалось какой-то конкретной ситуации, так ситуация эта тоже закончилась. Она уже не повторится, а мы еще вот где-то внутренне, эмоционально в ней застреваем. Давайте я достану еще одну карту. Что это тут у вас за искаженное восприятие? Ведь вы, мои дорогие, большие реалисты. С чем это связано? Ну, вот
Вот я вам скажу, с чем связано. Восьмерка жезлов. Это карта, когда тысячи дорог сходятся в одной точке. Я долго говорила по картам пасьянса. Вот это солнце. Время больших возможностей. Время вашей трансформации. Эта карта еще иногда характеризует трансформационный период. Да, мы оставляем прошлое позади. И, может быть, мы с чем-то не согласны. Но, мои дорогие девы, какое-то ваше несогласие мы тоже оставляем позади. Иначе мы словно не видим берегов, не видим новых горизонтов, не видим для себя новых перспектив. Нам все время кажется, или мы позволяем себе жить в прошлом. А нам карты говорят про добрые перемены. И солнце, нет, вот так не пойдет. Будущее спешит в вашу жизнь. К чему все идет? Ну, наверное, выбор вы будете делать. Вот обратите внимание. Это карта смена направлений. Это все то, что я сейчас говорила. Четверка чаш. Это карта, кстати, апатии. Мы можем вот так застрять и думать, эх, ничего не происходит. Нам очень ярко нарисовал автор в этой карте, что же это означает, вот как символ этой карты. Девушка смотрит в одну сторону, как будто так правее взяла, да, взгляд нам прорисован именно таким образом. А чашу-то ей на руке подают совершенно с противоположной, с левой стороны. Причем она смотрит куда-то так в пространство, а ей снизу еще эту чашу подают. И карта говорит, смени направление. Вы, может быть, должны в эту неделю для себя самих в первую очередь обдумать какой-то вопрос или оставить прошлое в прошлом. Для вас это действительно будет очень важно. Увидеть вот эту самую чашу, увидеть те возможности, которые перед вами открывают совершенно другое качество жизни. А мы ведь можем уставиться в одну точку или пытаться что-то анализировать, или видеть совершенно не то через искаженное восприятие. А именно в это время судьба раскрывает для нас как и добрые перемены, так и совершенно иное качество жизни. Знаки судьбы. Что вам хотят сказать высшие силы? Ну да, выбор какой-то нужно делать. Какая-то прокрастинация должна быть завершена. Выбор сделать это не всегда просто по семерке чаш, правда? С чем это связано? Но мне, наверное, нечего доказывать и рассказывать, правда, мои дорогие девы? Пусть мы не знаем карт Таро, но они очень красочные, яркие. Они передают вам даже ту энергию, которую для вас сейчас очень важно, как и услышать, если мы говорим знаки судьбы, что важно услышать, что важно знать. Вы можете застрять вот в этой мрачной карте, когда девушка, вот она в каком-то кресле сидит, ну или где-то в каком-то месте находится, а то, что она видит, словно в зеркале, совсем не то, что есть в реальной жизни. Вот для вас знаки судьбы, вот это яркое солнце, вот эти возможности, которые вас практически ждут. Ну, когда же ты на меня обратишь внимание, вот как этот кубок. А мы сидим, вот как этот человек что-то считает, видимо, уже и считалочку какую-то, как в детстве. Помните, для кого это актуально, кто еще помнит, да, когда нам было очень сложно в детстве сделать выбор. Ну, мы уже и так, и сяк мучились. Потом думали, а дай-ка я попробую цифрой, или я вот этой считалочкой попробую. Нет, здесь все просто лежит в том, что мы должны открыть глаза на происходящее. И даже если нам что-то не нравится или не нравится с прошлого, но вот то, что сложилось, то свершилось, а мы идем дальше. Сделали выводы и пошли по направлению к собственному солнцу. К чему все идет? Выход из лабиринта, к какому-то важному решению, которое вы должны принять. Скорее всего, по поводу тех возможностей, которые на этой неделе перед вами открываются. И это как знак судьбы. Мои дорогие девы, не упустите, миссия ваша какая-то. Вы должны ее выполнить. Может быть, некоторые события, которые и произошли в прошлом, вас учат доверять самому себе или самой себе. Сфера достижений. Ну, тут нечего добавить. Правда, деньги есть, деньги будут. По девятке пентаклей это карта самодостаточного человека, когда, ну, все, что касается работы, согласований, документов, здесь все со знаком плюс. И даже если какое-то дело, ну, не так просто осуществить, но у вас достаточно будет и мудрости, и сил, и мужества решить этот вопрос. В конечном итоге вы остаетесь этим довольны. Правда, добрые перемены, причем это само по себе благополучие.
Поэтому тут к решению, многим даже решениям, я бы сказала, благополучным, будут вопросы самого разного характера. У кого-то учеба, у кого-то документы, у кого-то вопрос поездки, переездов. Поэтому тут нечего чаши считать, да. Тут нужно делать выбор и вот этот выход из лабиринта. Вот, как знаете, чем вам нравится заниматься, или куда вам хочется идти, или что вам подсказывает душа, где вы себя, словно визуализируя, видите или чувствуете кожей, где вам будет хорошо. Вот в этом направлении нужно идти. Личная жизнь. Ну, вот 2 четверки. Риск, наверное, в том на этой неделе, что мы так можем и застрять, не решиться на что-то, или не увидеть вот эту самую чашу, или, может быть, и не захотим как будто рисковать, или думаем, что нет, лучше я еще чего-то подожду. Карта жадины вам выпадает на личную жизнь. Может быть, это от чего-то и отказаться нужно, правда. А по 4 пентаклей иногда проходят наши, ну, тоже шаблоны, паттерны поведения, когда мы представляем, что вот именно в этом ключе должно быть что-то осуществлено. И никак не иначе. А если как-то иначе, то вот я так не хочу. А хочу, не хочу, мы таким образом себя словно ограничиваем или сразу исключаем какой-то выход из лабиринта. Здесь все же надо быть гибче. По 4 пентаклей нет гибкости. Может быть, кстати, вот для тех, кто семейный, мои дорогие девы, или для тех, кто уже в паре, в надежных отношениях, вы знаете, вы тут друг с другом заодно. Вот я вам прямо скажу. Один другого поддерживает, и по части финансов тут у вас, скорее всего, будет какая-то идиллия. Вы просто все сохраняете. Все-таки неделя – это не такой большой срок. Ну, есть те вопросы, которые нужно сохранить. Но для тех, кто один или одна, или для тех, у кого сейчас действительно стоит ситуация выбора, не держитесь за старое. Тогда вот так. Или выйди из одиночества. Позволь себе новые контакты. Открой для себя новые горизонты. Открой для себя это солнце. Но в любом случае, мои дорогие, или, кстати, на этой неделе вы будете просто решать финансовые вопросы. Я это тоже могу допустить. Ведь для кого-то из вас 4 пентаклей будет просто говорить, что есть финансовые, бумажные, документальные вопросы. Может, декларация. Тут самая разная палитра, которые и вроде деньги есть, но вот нужно и заплатить. Я могу даже для кого-то допустить с учетом этой карты и пасьянса, что вы деньги получаете, а вам тут же нужно какой-то совершить платеж. И вы вот как эта девушка, елки-палки, не успел получить, а уже что-то там заплатил, тут заплатил, а что уже это у меня ничего не осталось. Вот у кого-то банально вот эта 4 пентаклей может проиграться именно так. Помните, главное, это солнце, это как знак судьбы. И причем не на эту неделю, а до конца 2025 года. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.